Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о скатах. Что мы знаем о них? Многие знают, что это такие морские плоские существа. Ползают по дну, и лучше на них не наступать. У них есть опасный хвост, может сильно навредить, а то еще и электричеством шарахнуть. Вот, пожалуй, и все. А хотелось бы больше узнать о таких необычных блинчиках поподробнее. Только ли в море обитают? Рыба они или нет? Как дышат под водой, если все время по дну передвигаются? И настолько ли они опасны, как о них говорят? И какие они бывают? Да еще много интересной информации. Мы узнаем здесь и сейчас об этих удивительных созданиях скатах поподробнее. Поехали! И начнем мы с систематики. Для начала разберемся, кто они. Скаты – это рыбы, но необычные. Скаты занимают уникальную нишу в мировой фауне, являясь представителями класса хрящевых рыб. Их систематическое положение четко определяет их биологическую близость к акулам. Оба надотряда входят в подкласс пластиножаберных. На акул, конечно, они внешне не сильно похожи, но несмотря на внешние различия, скаты и акулы имеют общего предка. Эволюционное разделение этих групп произошло, когда предки скатов начали осваивать придонный бентический образ жизни. Чтобы эффективно маскироваться и охотиться на дне, их тела подверглись радикальной трансформации. Туловище стало максимально плоским, а грудные плавники сильно разрослись, срастаясь с головой и образуя характерный диск. Важно отметить, что несмотря на морфологические изменения, скаты сохранили фундаментальные признаки хрящевых рыб. Отсутствие костного скелета, его заменяет эластичный хрящ, отсутствие плавательного пузыря и наличие открытых жаберных щелей, которые у скатов в процессе эволюции переместились на брюшную сторону. Скаты очень древние рыбы. Первые ископаемые остатки существ, которых можно уверенно отнести к линии скатов, датируются юрским периодом, а это около 200 миллионов лет назад. В эту эпоху, когда на суше господствовали динозавры, в океанах начали формироваться современные отряды скатов. К началу мелового периода они уже были представлены широким разнообразием форм, включая предков современных хвостоколов и электрических скатов. И все это время они трансформировались. Переход от активного плавания в толще воды и жизни на субстрате потребовал не только изменений формы тела, но и развития особых органов чувств, такие как электрорецепция, например, позволяющая находить добычу, скрытую под слоем песка. Да и не только это. Давайте на них посмотрим повнимательнее. Внешний вид и внутреннее устройство скатов направлено на достижение максимальной эффективности в придонном образе жизни. Тело ската уплощено и в основном принимает форму ромбовидного или круглого диска. Главную роль в создании этого силуэта играют грудные плавники. И в отличие от большинства рыб, у скатов они гипертрофированы и полностью сращены с головой и туловищем. Именно они обеспечивают уникальный способ передвижения. Благодаря волнообразным движениям плавников крыльев, скаты как будто летят, а при необходимости мгновенно зарываются в песок. Хвостовой отдел почти утратил свою роль в плавании. Теперь он не толкает тело вперед, как у обычных рыб. Он превратился в тонкий хлыстообразный придаток, лишенный мощной мускулатуры. Однако у семейства хвостоколов хвост становится грозным оружием. На нем расположена одна или несколько зазубренных игл, соединенных с ядовитыми железами. Это средство исключительно пассивной обороны, эффективно защищающее спину лежащей на дне рыбы. А у некоторых он практически остался неизменным. Но об этом мы поговорим позже. На верхней спинной стороне ската расположены глаза. Это идеальное решение для существа, обитающего на дне. Пока тело зарыто в песок или ил, глаза остаются на поверхности, как перископы у подводной лодки. Скат может выслеживать добычу, проплывающую над ним, и замечать приближающихся хищников. Кто-то спросит, а скаты поднимаются на поверхность за воздухом? Нет, скаты не поднимаются на поверхность за воздухом, потому что они дышат жабрами, как и все рыбы. Им не нужен атмосферный воздух.
У скатов жабры расположены на нижней стороне тела, а не по бокам, как у большинства рыб. Это создает проблему. Когда скат лежит на дне, его жабры оказываются прижатыми к грунту. Если бы он пытался дышать как обычная рыба, заглатывая воду ртом и пропуская через жабры, он бы просто набрал в рот песок и ил. Природа решила эту проблему элегантно. У скатов есть специальные отверстия на верхней стороне тела. Они называются брызгальцами. Через них скат засасывает чистую воду. Песок и ил туда не попадают. Вода проходит через эти жабры, и кислород поступает в кровь. Брызгальцы снабжены специальными клапанами, которые закрываются, если в них попадают посторонние частицы. А если что-то все же залетело, скат просто выпускает струю воды и вымывает мусор наружу. Таким образом, все входные ворота организма, рот, ноздри и 5 пар жаберных щелей, впрочем, как и выходное, вынесены на нижнюю брюшную сторону. Такое строение идеально подходит для поиска и поедания донных организмов. Скелет скатов полностью лишен костной ткани и состоит исключительно из хряща, часто укрепленного включениями кальция. Важной особенностью является полное отсутствие ребер, что делает их тело еще более гибким и обтекаемым. Зубная система скатов адаптирована под их рацион. Вместо острых клыков у многих видов развиты притупленные зубы или мощные роговые пластины, работающие по принципу жерновов. Это позволяет им с легкостью дробить крепкие раковины моллюсков и панцири крабов. Нервная система скатов включает в себя уникальные механизмы навигации и охоты. У них есть ампулы ларинцини. Это сеть крошечных пор, заполненных электропроводящим гелем. Они позволяют скату улавливать сверхслабые электрические поля, исходящие от сокращения мышц или биения сердца жертвы, зарывшейся в песок. Эта система делает скатов эффективными охотниками даже в абсолютной темноте или мутной воде. Помимо этого, скаты обладают боковой линией, высокочувствительным органом, позволяющим ощущать малейшие колебания и токи воды, предупреждая о приближении хищника или движении потенциальной добычи. Она есть у всех рыб, но у скатов она другая. Из-за того, что тело ската сильно сплющено и превратилось в блин, расположение этой системы отличается. На верхней стороне каналы проходят вокруг глаз, брызгалец и тянутся вдоль центральной части диска к хвосту. Это помогает скату чувствовать, что происходит над ним и сзади, когда он лежит, зарывшись в песок. На нижней стороне сеть выражена даже сильнее. Каналы ветвятся вокруг рта и по краям широких грудных плавников. Сверху она работает как радар, предупреждая о приближении хищников, например, крупных акул. Снизу она помогает скату идеально точно ориентироваться относительно дна и чувствовать движение мелкой добычи, крабов или червячков, прямо под своим телом. И на данный момент ученым известно о существовании более 600 видов скатов. Эти удивительные создания населяют практически все уголки Мирового океана. От мелководий тропиков до ледяных глубин Арктики и Антарктики. Некоторые виды успешно освоили жизнь в пресной воде, обитая в реках Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Всю эту огромную группу разделяют на 4 основных отряда: ромботелые скаты, хвостокулообразные, электрические и пилорылые скаты. В рамках упомянутых 4 отрядов современные ученые выделяют около 20 семейств в зависимости от научной школы, и сейчас они подвергаются пересмотру. А пока ученые спорят о тонкостях классификации и проводят генетические анализы, чтобы уточнить родство между видами, мы можем опираться на устоявшуюся структуру. Давайте пройдемся по этим семействам подводного мира, чтобы понять, насколько разными могут быть существа, объединенные общим названием скаты. И начнем мы с отряда ромботелых или обыкновенных скатов. Центральное место в этом отряде занимает семейство ромбовые скаты, а типичным представителем которого является морская лисица. Название семейства говорит само за себя. Их тело образует почти идеальный ромб с заостренным рылом. Кожа этих скатов часто покрыта многочисленными кожными шипами и бляшками, которые служат им дополнительной броней против хищников. Одной из особенностей семейства является способ размножения. В то время как большинство других скатов являются живородящими, ромбовые скаты откладывают яйца.
Каждое яйцо заключено в специальную защитную капсулу из плотного вещества. Эти капсулы имеют прямоугольную форму с характерными рожками по углам, с помощью которых они цепляются за водоросли или неровности дна. Из-за их необычного вида моряки с давних времен называли такие находки, выброшенные на берег после шторма, кошельками русалок или дьявольскими кошельками. Внутри такой надежной брони эмбрион может развиваться от нескольких месяцев до года, будучи защищенным от большинства мелких хищников. Ромбовые скаты-космополиты. Их можно встретить как на прогретых мелководьях тропиков, так и на колоссальных глубинах, превышающих 2000 метров. Более того, это единственная группа скатов, которые массово освоили полярные моря. Благодаря особенностям метаболизма они прекрасно себя чувствуют в ледяной воде Арктики и Антарктики. Их рацион состоит в основном из мелкой рыбешки, ракообразных и моллюсков, которые они находят в толще донных осадков. Семейство одноперые скаты – это малоизвестная широкой публике группа глубоководных скатов, которые долгое время скрывались внутри другого семейства. Еще недавно их считали просто подсемейством в составе ромбовых скатов. Однако современные генетические исследования и детальный анализ морфологии показали, различий достаточно, чтобы выделить их в отдельное семейство. Главная внешняя особенность архинхобатит – полное отсутствие шипа на хвосте. В то время как у многих других скатов хвост несет зазубренную ядовитую иглу, оружие защиты, архинхобатиты пошли другим путем эволюции. Их хвост, как правило, толстый и мускулистый, снабжен одним или двумя спинными плавниками, но никакого шипа там нет. Ученые предполагают, что на больших глубинах, куда редко заплывают крупные хищники, ядовитое вооружение становится ненужным, и энергия организма тратится на другие задачи, например, на поиск пищи в вечной темноте. Обитают они в основном в холодных водах умеренного пояса и на континентальном склоне, на глубинах от 200 до 2000 метров и более. Как и многие глубоководные обитатели, они яйцекладущие. Самки откладывают характерные роговые капсулы, кошельки русалок, которые медленно развиваются на дне несколько месяцев. Сегодня семейство насчитывает более 100 видов. Семейство нитирылые или гладкие скаты – одни из самых необычных скатов. У них есть две уникальные черты. Во-первых, хвост очень тоненький и лишенный шипов и колючек, поэтому они совершенно безобидны. Во-вторых, на кончике рыла имеется мясистый нитевидный вырост, похожий на червячка. Ученые полагают, что это сенсор-приманка. Скат зарывается в песок, шевелит ниточкой, и любопытная добыча подплывает прямо в рот. Обитают нитирылые скаты в тропиках и субтропиках на большой глубине. Из-за глубоководного образа жизни изучены они пока очень слабо. А мы переходим к отряду хвостоколообразные. Это одна из самых крупных, разнообразных и, пожалуй, самых знаменитых групп скатов. Именно сюда входят те самые скаты, которых большинство людей представляют при слове скат. Плоские, с длинным тонким хвостом. Отряд включает несколько семейств. Хвостоколовые, орляковые, мантовые, речные хвостоколы и гимнуровые. И семейство хвостоколовые – это, пожалуй, самые узнаваемые и распространенные скаты в мире. Именно их чаще всего имеют в виду, когда говорят об опасности скатов. Главная визитная карточка семейства – длинный, тонкий, хлыстообразный хвост, на котором располагается один или несколько зазубренных ядовитых шипов. Форма тела у хвостоколов округлая или ромбовидная, диск гладкий или с мелкими шипиками. Окраска обычно маскировочная – серый, коричневые, оливковые тона на спине и светлое брюхо. Кожа голая, без чешуи. Хвост по длине может равняться или даже превышать длину диска. И именно хвост и представляет главную опасность. Шип покрыт ядовитой слизью, легко входит в тело жертвы, а зазубрины не дают извлечь его обратно без травмирования тканей. И обитают хвостоколовые в тропических, субтропических и умеренных водах всех океанов. Держатся преимущественно в прибрежной зоне, на песчаных или илистых днах, куда любят зарываться, оставляя на поверхности только глаза
глаза и хвост. Некоторые виды заходят в солоноватые воды эстуариев, а отдельные даже в пресные реки. Питаются хвостоколы донными беспозвоночными, моллюсками, ракообразными и червями, и мелкой рыбешкой. Зубы у них притуплены в виде пластинок и приспособлены для дробления раковин. А размножаются они яйцеживорождением. Яйца развиваются внутри самочки, и на свет появляются полностью сформировавшиеся миниатюрные скаты. Для человека укол хвостокола очень болезнен и опасен. Известны даже смертельные случаи при попадании шипа в сердце или крупные сосуды. Семейство орликовые – одна из самых элегантных и быстрых групп скатов. В отличие от медлительных донных хвостоколов, орликовые – активные пловцы, проводящие большую часть времени в толще воды, а не на дне. Главная внешняя отличительная черта – это голова, заметно выступающая вперед за пределы грудных плавников. Она напоминает утиный клюв или закругленный нос, что придает скату обтекаемую аэродинамическую форму. А грудные плавники у орликовых вытянуты в длинные остроконечные крылья, размах которых может достигать нескольких метров, и благодаря такому строению они словно парят в воде, совершая плавные взмахи, напоминающие полет птицы. Обитают орликовые в тропических и теплых умеренных водах всех океанов. Держатся как в прибрежной зоне, так и в открытом море. Размножаются яйцеживорождением. Некоторые виды достигают в размере плавников 2, 3 и более метров. А это семейство мантовые. Это настоящие гиганты среди скатов и одни из самых впечатляющих обитателей Мирового океана. Самый известный представитель – гигантская океаническая манта, достигающая в размахе грудных плавников 9 метров и веса до 3 тонн. Это крупнейший из всех скатов. Главная отличительная черта мантовых – они полностью утратили ядовитый шип на хвосте, который есть у хвостоколов и орликов. Их хвост коротенький, тоненький, совершенно безвредный, хотя у основания некоторых видов сохраняются рудиментарные зачатки шипа. С чем связана эта потеря? Ученые полагают, что на больших размерах и при активном плавании в толще воды шип стал ненужным. Манта просто не нуждается в такой защите. Вторая уникальная особенность – наличие на голове двух мясистых головных лопастей, так называемых рогов или цефалических плавников. Это выросты передних краев грудных плавников. В спокойном состоянии они свернуты в трубочки, а во время кормления расправляются и направляют поток воды с планктоном прямо в огромную пасть. Да, манты-фильтраторы. Они плавают с открытым ртом, процеживая воду через жаберные тычинки и отфильтровывая мелкий планктон, рачков и мелкую рыбешку. Мантовые – одни из немногих скатов, способных выпрыгивать из воды на несколько метров. Эти впечатляющие прыжки, часто с кувырком, наблюдаются по всему миру, особенно у мобул, более мелких родственников мант. Причины точно неизвестны. Возможно, это брачный ритуал, а возможно, способ избавиться от паразитов или просто игра. Обитают мантовые в тропических и субтропических водах всех океанов, совершая сезонные миграции. Размножаются яйцеживорождением. Самка рождает одного, реже 2 крупных детенышей раз в 2-5 лет. Из-за медленного размножения и интенсивного лова пластинки жабр используются в китайской медицине. Многие виды мант находятся под угрозой исчезновения. Речные хвостоколы – уникальное семейство скатов, которое полностью адаптировалось к жизни в пресной воде. В то время как все остальные скаты обитают в морях и океанах, лишь изредка заходя в реки, речные хвостоколы никогда не покидают пресноводные системы. Их основной ареал – бассейны рек Амазонки, Оренока, Парагвая и других рек Южной Америки. Как и их морские родственники, речные хвостоколы имеют на хвосте мощный зазубренный ядовитый шип. Укол такого ската для человека крайне болезненный и опасен, особенно в условиях отдаленных амазонских деревень, где медицинская помощь недоступна. Местные жители относятся к ним с большим уважением и страхом. А это скат-бабочка из семейства гимнуровые. Семейство гимнуровые получило свое название благодаря необычной форме тела. Их диск очень широкий, короткий и сильно вытянут в стороны, напоминая крылья бабочки или веер. Длина диска значительно меньше его ширины, что отличает гимнуров
от всех остальных скатов. Хвост у гимнуров короткий и тоненький, несет один или несколько ядовитых шипов у основания. Он не идет ни в какое сравнение с длинным хлыстообразным хвостом хвостоколов. Из-за короткого хвоста скат-бабочка выглядит почти круглым. Гимнуры не закапываются в песок, как другие скаты, а предпочитают лежать на поверхности дна, слегка присыпанные им. А мы переходим к отряду электрических скатов. Это очень необычная и технологичная группа скатов. Главная их особенность, отраженная в названии, наличие специализированных электрических органов, способных генерировать разряд тока. Ни одно другое семейство скатов и вообще большинства рыб не обладает таким мощным оружием. Электрические органы расположены по бокам головы и видны невооруженным глазом, как две почковидные или бобовидные структура под кожей. Они состоят из тысяч видоизмененных мышечных клеток, электроцитов, соединенных последовательно и параллельно, как батарейки-фонарики. Мозг посылает сигнал, электроциты синхронно разряжаются, и скат выдает электроимпульс. Сила разряда варьирует в зависимости от вида. Самый мощный среди гнюсов способны выдавать напряжение до 200 вольт, а отдельные виды до 600. Этого достаточно, чтобы оглушить крупную рыбу. Но опасности для жизни человека удар обычно не представляет, хотя может вызвать временный паралич мышц и сильную боль. Зачем скату электричество? Для двух целей. Первая — это охота. Скат глушит добычу, рыбу, креветок, кальмаров разрядом, а затем спокойно кушает. Вторая — защита. Крупный хищник, получив удар током, скорее всего теряет интерес к такому обеду. Форма тела у электрических скатов округлая, толстая, мягкая. Чешуи нет, кожа гладенькая. Глаза маленькие, так как зрение не главное. Ориентируются они в основном с помощью электрорецепторов и боковой линии. Хвост короткий, мускулистый, с двумя спинными плавниками и хорошо развитым хвостовым плавником. Ядовитого шипа у них нет. А мы переходим к семейству рахлевидные или лопатоносам. Вот где непонятное существо, как будто его создала нейросеть. Семейство рахлевидные или лопатоносы — удивительный пример переходной формы между акулами и скатами. Эти рыбы сочетают в себе черты обеих групп. Тело у них, как у ската, уплощенное в спинно-брюшном направлении. Они явно приспособлены к придонному образу жизни. Грудные плавники широкие, но сращены с головой не полностью, а передняя часть тела не такая плоская, как у типичных скатов. Однако хвост у лопатоносов мощный, мускулистый, акулий. На нем расположены два спинных плавника с крупными шипами у основания, а также хорошо развитая гетероциркальная несимметричная хвостовая доля, как у настоящих акул. Хвостовой плавник большой и помогает при быстром плавании. А за форму рыла, напоминающую лопату или весло, эти скаты и получили свое название – лопатоносы. Обитают рахлевидные в тропических прибрежных водах Индийского и Тихого океанов, от восточного побережья Африки до Японии, Австралии и островов Океании. Держатся на песчаных или илистых днах, часто в мелководных лагунах, бухтах и мангровых зарослях. Питаются лопатоносы донными животными, крабами, креветками, моллюсками и мелкой рыбой. Зубы у них мелкие, острые, расположены плотными рядами, а размножаются яйца живорождением. Самка рождает от 2 до 10 детенышей. Из-за прибрежного образа жизни медленного размножения популяции лопатоносов легко истощаются, и некоторые виды считаются уязвимыми. А это рыба-пила. Днем она плавает, а ночью вылезает на берег и пилит деревья. Но это не так. Рыба-пила относится к отряду пилорылообразные. Одна из самых необычных и спорных групп в систематике скатов. Дело в том, что их положение в классификации до сих пор вызывает споры ученых. Чаще всего их включают в состав отряда ромбовых скатов, считая близкими родственниками рохлевых и гитарных скатов. Однако некоторые систематики настаивают на выделении пилорылообразных в отдельный самостоятельный отряд из-за их уникального строения. Да, рыба-пила – это скат, хоть и необычный, пилорылый. Главная визитная карточка этих скатов – длинный рострум, рыло-пила, усеянная по бокам крупными зубцами. Этот вырост может достигать трети всей длины тела. Пилорылый скат использует свою пилу как орудие охоты. Он врывается в косяк рыб и начинает яростно бить им в разные стороны, калеча или убивая добычу.
Также пила служит для раскапывания донного грунта в поисках моллюсков и раков. Достигают пилорылые скаты внушительных размеров, до 7 метров в длину. Обитают в тропических и субтропических прибрежных водах, часто заходят в эстуарии рек и даже поднимаются вверх по течению, например в Амазонке. Размножаются пилорылые скаты яйцеживорождением. Интересно, что у новорожденных детенышей зубцы на пиле мягкие, спрятаны под кожей, чтобы не поранить маму при рождении. Через некоторое время они затвердевают и становятся грозным оружием. К сожалению, из-за эффектного внешнего вида и ценных плавников они стали жертвами браконьерства. Все виды пилорылых скатов находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу. И рыба-пила практически не опасна для человека, если ее, конечно, не трогать. Все случаи травм связаны исключительно с самообороной рыбы, когда ее ловят или пытаются потревожить. Да и вообще все скаты столкнулись с серьезными проблемами, и сегодня многие их виды находятся под угрозой исчезновения, и главная причина — человек. Первая и самая масштабная проблема – это перелов. Скатов вылавливают как целенаправленно ради мяса, печени, хрящей и кожи, так и случайно в качестве прилова при траловом лове. Особенно уязвимы медленно размножающиеся виды, такие как манты и пилорылые скаты. Вторая проблема – уничтожение среды обитания. Прибрежные зоны, где скаты размножаются и кормятся, страдают от загрязнения, строительства портов, туристической застройки и осушения мангровых лесов. Для речных хвостоколов Амазонии серьезную угрозу несет вырубка лесов и загрязнение рек ртутью от золотодобычи. И третье – это целенаправленное истребление. В некоторых регионах скатов убивают из-за боязни, например, хвостоколов, считая их опасными для купающихся. А манты истребляют ради жаберных пластинок, которые используются в китайской псевдомедицине. Этот деликатес не имеет доказанной пользы, но стоит огромных денег. И результат плачевен. По данным, более 30% видов скатов находятся под угрозой исчезновения. А некоторые виды пилорылых скатов уже, возможно, исчезли в дикой природе. Если ничего не изменится, следующее поколение может увидеть многих скатов только на картинках или в виде чучел. Но разве так можно? Эти удивительные создания, которые на протяжении миллионов лет доказывают, что эволюция не знает границ своей изобретательности. Мы привыкли бояться их из-за грозных названий и ядовитых шипов, но заглянув в их мир поближе, обнаружили нечто большее. Эти блинчики освоили все стихии, от ледяных бездн Арктики до мутных вод Амазонии. Они могут быть невидимыми мастерами маскировки, скрываются под слоем песка и миллионы лет никому не мешали. И наша задача, как людей, это понимать и по возможности сохранять жизнь на нашей планете. Поэтому, если вы оказались на мелководье, где могут обитать эти скрытные существа, используйте шаркающую походку. Не поднимайте ноги высоко, а плавно ведите ими по дну, поднимая муть и создавая вибрацию. Скат, обладающий сверхчувствительной боковой линией, заранее почувствует ваше приближение и предпочтет просто уплыть, уступив дорогу. Скаты ценят свое спокойствие так же сильно, как вы свое здоровье. Уважайте их личное пространство, и тогда общение с этими удивительными созданиями принесет только эстетическое удовольствие. Вот такие они плоские сокровища нашей планеты. Скаты. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.